Это просто технический сбой или намеренная утечка? Почему сотрудники HYB внезапно запаниковали? И что именно попало на камеру во время внутренней прямой трансляции? Все взгляды теперь прикованы к одному вопросу. Это конец самого тщательно хранимого секрета BTS? Читайте дальше, пока видео не исчезло навсегда. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, если вы тоже чувствуете, что что-то скрыто от ARMY. Что бы вы сделали, если бы самый большой секрет, который вы хранили годами, внезапно раскрылся из-за одного случайно сказанных слов? И что произойдет, если эта фраза вырвется из уст инсайдера, не СМИ, не фанатов, а человека из самого сердца компании, которая все это время молчала, поддерживая порядок за кулисами? За 3 секунды, снятые без камер, весь мир изменился. Тайк – это уже не просто домыслы, не теория, не фантазия, а факт, который внезапно взрывается техническим хаосом, которого никогда не должно было случиться. В то утро мир все еще работал как обычно. ARMY с нетерпением ждали нового релиза Чонгука, а Тэхён только что закончил фотосессию в Париже. Никто не ожидал, что во внутренней цифровой переговорной HYB месте, где все разговоры должны были быть аккуратно зафиксированы без пауз, микрофон сотрудника останется включенным даже после окончания сессии. Ни на секунду и не на 2, а на целых 5 минут аудиозапись просочилась во внутреннюю систему прямой трансляции, которую тестировали для предстоящей пресс-конференции. И за эти 5 минут все неожиданно раскрылось. Никаких датчиков, только женский голос из внутренней команды старших, шутивший с товарищами по команде. Но среди легкого смеха прозвучала одна фраза, которая заставила всю команду HYB в диспетчерской немедленно вскочить и запаниковать. Надо было опубликовать близость Тэхёна и Чонгука. Но да, все напуганы, да? Им тоже надоело прятаться. Последовавшая тишина была куда более оглушительной, чем ритм любой концертной музыки, не потому, что звучало громко, а потому, что это означало нарушение столь тщательно охраняемых границ. Это правда? Это реально? Этот вопрос пронесся, словно землетрясение, в головах всех, кто случайно оказался участником этого технического тестирования. И что еще более удивительно, видео появилось на 43 секунды на внутренней стриминговой платформе HYB, которая каким-то образом была открыта для VIP-публики ARMY без окончательного разрешения. За считанные минуты клип разошелся по многочисленным фан-аккаунтам, которые мгновенно сделали скриншоты, перезаписали экраны и распространили их, прежде чем HYB осознали роковую ошибку. Однако интересным было не только содержание записи, но и то, как HYB отреагировали, гораздо более яростно, чем обычно, более агрессивно, чем в предыдущих случаях утечки, и более замкнуто по сравнению со старыми слухами об участниках. В течение часа вся фан-база получила личные сообщения от юридической службы HYB с требованием удалить все видеозаписи, нарезки, стенограммы и даже скриншоты. Правовые иски были открыты не только для распространителей, но и для зрителей. Это заставило всех задаться вопросом, почему HYB такой громкий, если это всего лишь обычная шутка сотрудников? Этот вопрос стал началом самого масштабного расследования, когда-либо проводившегося ARMY и сообществом, занимающимся расследованиями в области K-pop. Несколько бывших сотрудников HYB, которые теперь работают независимо, оставили анонимные комментарии. Один из них написал в зашифрованном сообщении: «Думаете, это первый раз?» Нет. Но это первый раз, когда это было четко записано. У HYB давно действуют стандартные операционные процедуры, SOP, чтобы скрыть близость, которая может нарушить глобальный имидж. Для Тайка они давно являются самой чувствительной темой во внутреннем пространстве. Означает ли это, что то, что называют фан-сервисом, не просто трюк, а реальность, намеренно завуалированная, чтобы не вылезти наружу? Что делает отношения Тэхёна и Чонгука такими особенными, что компания была готова хранить их в секрете годами? Внутренние кадры 2018 года, утекшие из закрытое сообщество Discord, демонстрируют документы с презентацией индивидуальной брендинговой стратегии BTS. В одном предположительно оригинальном разделе, хотя это так и не было подтверждено, был список пиар-рисков, упоминающий чрезмерное личное взаимодействие между Ти и Йод как потенциальную угрозу имиджу.
Если этот документ подлинный, то заявление Тэхёна на развлекательных шоу, объятия Чингука за кулисами, ничто не было спонтанным. Все контролировалось, ограничивалось и редактировалось руководством. Почему утечка произошла именно сейчас? Возникло несколько теорий. Некоторые говорят, что это саботаж изнутри, со стороны тех, кто не согласен с новым направлением компании. Другие считают, что это тактика, чтобы замедлить публичные спекуляции путем слива небольших фрагментов, чтобы публика привыкла и была менее шокирована, когда правда наконец раскроется. Но самая поразительная теория принадлежит бывшему менеджеру визуального подразделения. В конфиденциальном интервью он сказал, Тэхён и Чингук больше не могут скрываться. И это, вероятно, их тонкий способ. Предложение было сдержанным, но достаточным, чтобы вызвать более глубокие вопросы. Означает ли это, что один из них или оба напрямую замешаны в этой утечке? И если да, то какова истинная цель? Закулисные кадры с концерта в Лос-Анджелесе в прошлом месяце, которые тогда казались обыденными, теперь стали вирусными после того, как фанаты обнаружили один странный момент, когда Чингук подал Тэхёну знак рукой, а затем необычно подмигнул. Многие сочли это шуткой, но в контексте утечки является ли это частью их скрытого плана? Одно неоспоримо – реакция Тэхёна на вопрос о Чингуке в его последнем прямом эфире. Он молчал 9 секунд, прежде чем ответить с бесстрастной улыбкой «Он всегда рядом». Фраза, которая раньше казалась знакомой, теперь имеет более глубокий и весомый смысл для тех, кто понимает, как трудно скрыть что-то настолько личное под всеобщим вниманием. С момента утечки Чингук не появлялся на публике. Все его расписания были внезапно отложены по непонятным причинам. Некоторые фанаты сообщили, что все комментарии, содержащие слово «Тэхён» под контентом, связанным с Чингуком, внезапно исчезли, словно сработала автоматическая фильтрация. Но алгоритмы никогда не лгут, если что-то активно скрыто, то, скорее всего, что-то нужно скрыть. Затем внимание переключилось на один нетронутый инцидент. Что же именно произошло во время закрытой тренировки в прошлом месяце, на которой присутствовали только Тэхён и Чингук, без персонала, занимающегося документированием, как обычно? Почему запись так и не была опубликована, когда все остальные тренировки всегда предоставлялись армии? Некоторые утечки утверждают, что эта тренировка стала эмоциональным моментом, когда они оба расплакались и отменили 2 фрагмента репетиции. Один из визажистов даже опубликовал загадочный пост «Не все раны можно скрыть консилером». Иногда то, что выглядит идеально, трескается в свете софитов. По мере того, как ситуация накалялась, один неожиданный пост появился в аккаунте, близком к сотрудникам HYB, аккаунте, который обычно используется для публикации официального закулисного контента. В тот вечер они выложили старую фотографию Тэхёна и Чингука, которую публика никогда не видела, с подписью «Если бы мир знал, какую борьбу они прячут за улыбками». Пост стал вирусным, и вскоре после этого все содержимое аккаунта исчезло. Не только фотография с Тэхёном, но и весь архив были удалены, имя пользователя изменено, а биографию обновили до «без комментариев». Поклонники, связанные с элитной фан-базой HYB в Корее, запаниковали. На закрытых форумах бурно разгорелись обсуждения. Один из опытных администраторов фан-базы поделился скриншотом личного сообщения, полученного с неизвестного номера, предположительно принадлежащего сотрудникам. Сообщение состояло всего из одного предложения: «Остановитесь, пока все не загорелось». Без подписи. Без личности. Только завуалированная угроза, от которой по всему сообществу пробежали мурашки. С другой стороны, аккаунт X, бывший Twitter, активно анализирующий взаимодействие с Тэхёном, начал собирать тонкую хронологию событий, которая когда-то считалась совпадением. Например, смена мест во время пресс-конференции перед ЧМ 2021 в Японии. Сначала Тэхён сидел рядом с Джином, но внезапно его переместили, чтобы избежать сидения рядом с Чингуком. Или моменты с фотосессий, где закулисные кадры показывают, что Тэхён и Чингук сидят очень близко, но ни на одном из финальных кадров они не показаны рядом. Часть за частью пазл, о котором только подозревали, начал складываться. Было ли все так аккуратно расставлено? И если да, то почему HYB сочли необходимым так тщательно это скрыть?
Видео 2020 года снова стало вирусным. Во время ужина BTS камера запечатлела момент, когда Чингук потерял дар речи, когда Тэхён говорил о том, как нашел человека, который делает его целостным. Хотя когда-то это смеялось как распространенная фраза, выражение лица Чингука, молчание, взгляд в стол, медленное кивание, теперь воспринимается совершенно иначе в контексте утечки. Казалось, будто он «знаю, но ничего не могу сказать». По мере распространения новостей HYB опубликовали официальное заявление. Но вместо прояснения оно вызвало еще больше подозрений. Короткое, нейтральное и избегающее сути. Мы уважаем частную жизнь наших артистов и будем принимать правовые меры против распространения ложной и вырванной из контекста информации. Никаких опровержений. Никаких разъяснений относительно подлинности аудиозаписи. Никаких объяснений отсутствия записи сотрудников. Почему бы просто не опровергнуть все открыто? Под давлением предположительно утекший в сеть документ о внутреннем совещании распространился в ограниченном кругу. В нем упоминалась переоценка пиар-стратегии для двух конкретных лиц, инициалы Т и Й. Хотя его подлинность не ясна, структура заявления напоминает предыдущие протоколы HYB. Один поразительный отрывок гласил: если публикация информации об отношениях между ними не может быть отложена надолго, направьте повествование в область глубокой дружбы, чтобы сохранить рыночный нейтралитет. Явный признак того, что они были готовы к худшему исходу. Тем временем внимание переключилось на пропущенные события. За 2 недели до утечки аудиозаписи в аэропорту Инчхон произошел странный инцидент. Тэхён должен был лететь в Париж один на модное мероприятие. Но фотограф заснял фигуру, предположительно Чингука, входящего в приоритетную полосу без публичной повестки дня. Подтверждения того, что Чингук действительно летел, не было. А несколько дней спустя парижский пост Тэхёна вызвал бурю негодования. 15-секундный сюжет с силуэтом, сидящим рядом с ним на балконе отеля, силуэтом, чья поза очень напоминала о Чингуке. Они тайно встречались в Париже? Не поэтому ли HYB запаниковал? Ситуация обострилась, когда редактор французского модного журнала опубликовал загадочную историю. Было шокирующе видеть 2 мировых икон, наслаждающихся закатом вместе на балконе и тихо смеющихся, словно мир принадлежит только им. Вскоре пост был удален, но интернет ничего не забывает. Затем пришло анонимное письмо, отправленное крупной международной фан-базе. Отправитель назвал себя молчаливым свидетелем. Послание: вы поймете, что любовь настоящая, когда они перестанут говорить перед камерой, но продолжат молча смотреть друг на друга. Доказательств не было, но одно это предложение вызвало эмоции у тысяч армий. HYB оказались во все более сложном положении. Пока они пытались подавить кризис юридическими средствами и цензурой, каждое репрессивное действие вместо этого укрепляло веру в то, что что-то действительно скрывается. И когда общественность начала уставать от домыслов, один неожиданный ход появился с неожиданной стороны. В Токио появился огромный билборд со старыми портретами Тэхёна и Чингука, спонсируемый фанатами. Подпись под ним гласила: «Даже молчание говорит, когда любовь настоящая». Эта фраза разнеслась по социальным сетям. Армии переосмыслили старые моменты с Тэхёном под новым углом. Каждая улыбка, взгляд, объятия стали доказательством, подкрепленным новым контекстом. Но драма не прекратилась. Среди бурных волн любви и поддержки одно событие потрясло всех и оставило фанатов безмолвными, даже до слез. И вот тогда мир действительно замер на мгновение. Когда на большом экране Таймс-сквер показали рекламу ко дню рождения Чингука, подготовленную фанатами со всего мира, все внимание переключилось на то, чего не было в официальном сценарии, на 23 число.